Здорово, народ! Сегодня в этом видео я хочу сделать обзор на новинки волейбольных кроссовок от компании ASICS, а именно Skylite FF и баллистики FF MT2. Поехали! Но перед началом видео я хочу поделиться с вами интересной информацией. Как думаю, вы заметили, в данный момент я нахожусь в форме волейбольного клуба «Зенит Санкт-Петербург». Более того, у меня даже есть нанесение фамилии и номера на задней стороне футболки. Также мне прислали еще одну форму для того, чтобы я провел розыгрыш. Всю информацию по розыгрышу я оставлю в описании. Кому интересно, переходите, читайте и участвуйте. И вторая новость. За время тестирования данных кроссовок в интернет-магазине Kinach Sport появились всеми желанные и долгожданные кроссовки React Hyperset. Это реинкарнация баскетбольных кроссовок Hyperdunk 2017 года Flyknit, которые присутствуют в множестве моих роликов и собрали, наверное, не 1000 комментариев с вопросом, что это за кроссовки и где их купить. И вот как раз сейчас таки компания Nike сделала аналог этим Hyperdunk'ам, но единственное, что есть определенные, конечно, какие-то доработки. В данный момент у меня нет их на обзоре, я не могу ничего сказать. Но в городах присутствия магазина Kinach Sport вы можете без проблем прийти, померить их и понять, подходят вам данные кроссовки или нет. Если же эти все-таки кроссовки максимально точно соответствуют Hyperdunk'ам 2017 года, то могу сказать, что они оптимально подойдут максимально быстрым игрокам в диапазоне веса от 60 до 90 кг. Если вы будете больше, то сама пена довольно-таки быстро сможет стоптаться. Поэтому оптимальный вес, наверное, это до 90 кг. Вообще свободно 80-70 это прям идеальный вес. Года на 2 может хватить, если не играть на асфальте. Поэтому, если вас именно интересовали гиперданки мои, в которых я играл, то, пожалуйста, в городах присутствия можете прийти и протестировать. В интернете я на данный момент не нашел никаких обзоров, и даже если мне их пришлют, то обзор выйдет, скорее всего, не скоро. Поэтому пока есть кроссовки в наличии, можете сходить, померить, если они вам понравятся. Welcome. Ссылочку на них я оставлю в описании к этому видео. Если вы хотите увидеть на них обзор от меня, то обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а теперь непосредственно хочется перейти к обзору волейбольных кроссовок от компании ASICS. И начать хотелось бы мне с любимых кроссовок из этого дуэта, это Skylite. Дело в том, что данные кроссовки рассчитаны на игроков с весом до 80, как мне кажется, килограмм. В принципе, можно играть с весом и большим, но преимущественно их оптимальный идеальный вес для игрока это как раз таки в районе 80 кг, для того, чтобы максимально быстро, четко перемещаться по площадке. В сумме было отыграно порядка 6-8 часов в них, и могу сказать, что эти кроссовки абсолютно ничем не отличаются от тех, которые были, по-моему, около года назад. То есть в другой расцветке, на которой я уже делал ранее обзор, кроссовки, как и в прошлый раз, мне также хорошо понравились. В них очень хорошо играть на отличном паркете, они довольно-таки хорошо держат пыльное покрытие. Сейчас в зале, где я тренируюсь, у нас появилась возможность тренироваться не в основное время, в которое я всегда снимал и тренировался, а появился дополнительный день. И именно в этот день так получается, что полы в зале протирают то ли за день до этого, то ли утром. И мы, когда приходим вечером, зал очень пыльный. Я на одну даже из своих тренировок, в сторис я несколько раз сделал, и люди меня спрашивали, почему я беру с собой по 6-8 кроссовок на тренировке. Я как раз специально проверял, какие кроссовки лучше всего держатся на пыльном покрытии. И так получается, что данные кроссовки довольно-таки хорошо себя показали прям на сильно запыленном зале. Единственный момент, конечно же, приходилось каждые 2-3 розыгрыша протирать рукой кроссовок, но при этом в момент розыгрыша не было ни одного проскальзывания. Поэтому могу сказать, что данные кроссовки пыльное покрытие держат очень хорошо. И рассчитаны они в первую очередь на максимально легких и быстрых игроков. Здравствуйте. Вы решили поучаствовать в нашем обзоре? Ну-ка, давай. Хочешь передать привет? Еще отдельно хочу остановиться на таком моменте, что очень часто люди, занимающиеся волейболом и баскетболом, хейтят волейбольные кроссовки. И связывают это с тем, что данные кроссовки не технологичны, не подходят для игры в баскетбол и так далее. Дело в том, ребят, что волейбольные кроссовки изначально должны сочетать в себе немного другие технологии, нежели баскетбольные. Волейбол не является контактным видом спорта. Здесь нет прямого никакого контакта. Любые перемещения игроков на волейбольной площадке очень сильно ограничены. У вас нет необходимости резко останавливаться для того, чтобы на финте поймать другого игрока. Как правило, волейболисты совершают одни и те же перемещения на волейбольной площадке на протяжении игры. И все волейбольные кроссовки рассчитаны на то, чтобы максимально облегчить такое количество перемещений и не создавать лишние нагрузки. Очень часто, общаясь с игроками любительского уровня, сталкиваюсь с таким возражением, что волейбольные кроссовки не способны сдерживать голеностоп в случае какого-либо контакта.
Вообще, исходя в идеале от того, как обычно играется в волейбол, в принципе, контакта с другими игроками у вас не должно быть. Само собой, очень часто на любительском уровне игроки выбирают баскетбольные кроссовки для того, чтобы защитить свой голеностоп от подворачивания в случае приземления на чей-либо голеностоп игроков своей команды или противоположной. Так вот, если вы посмотрите на игроков профессионального уровня, вы заметите, что большая часть из них выбирает себе легкие, низкие кроссовки, но для того, чтобы защитить свои голеностопы, они просто надевают дополнительные суппорта пластиковые в случае, если все-таки вдруг, не дай бог, они приземлятся на ногу своего одноклубника, то данный суппорт позволил им как минимум не повредить голеностоп. В данном случае я не пытаюсь вас убедить в том, что если вы сейчас занимаетесь волейболом и играете в баскетбольных кроссовках, вам обязательно необходимо переходить на волейбольные кроссы. Нет, это не так. В данном случае я хотел сказать о том, что не существует плохих волейбольных кроссовок. Бывают неправильно подобранные кроссовки. И это самая главная мысль. То есть очень часто, когда вы негативно выражаетесь в сторону современных, особенно волейбольных кроссовок, вполне возможно, они не подходят именно вам по определенным параметрам. Я же могу сказать, что я очень прыгучий игрок. И мне, конечно же, лучше всего, чтобы была дополнительная какая-то амортизация, чтобы при приземлении даже с того же метра кроссовки хотя бы немного снимали нагрузку с моих коленей. И поэтому, конечно же, я подбираю кроссовки максимально детально. Могу сказать так, что Sky Elite, даже при всем при том, что они не имеют там тех же технологий, что, например, Nike, в которых я последний раз играл, их было мне вполне достаточно для того, чтобы играть, но при этом, опять же, необходимо играть еще и на хорошем покрытии. Если вы будете играть на асфальте, на котором просто бетонные полы, на которые часто очень просто застеливается какое-то резиновое покрытие толщиной в 4 мм, то, конечно же, данные кроссовки даже с такой хорошей амортизацией вас не спасут. А если же вы будете играть в профессиональных залах, то эти кроссовки раскрывают себя просто с новой стороны. Ну а теперь хотелось бы немного рассказать о деталях данных кроссовок. На внешней стороне мы с вами видим фирменный логотип ASICS, выполненный в виде толстой резиновой накладки для того, чтобы защитить ваш кроссовок от деформации, так как большая часть кроссовка выполнена из легкой, тонкой сеточной ткани. Благодаря этому кроссовки очень хорошо дышат, и при условии того, что мы играем в реально душном зале, в принципе никаких нареканий к вентиляции у меня не возникло. В подошве Sky Elite мы с вами можем увидеть пластиковую вставку, ярко выраженную ядовитым цветом, но дело в том, что это не совсем пластиковая вставка. Я не нашел точную информацию, что это за материал, но дело в том, что он на порядок тверже резины, но при этом мягче пластика, потому что при желании вы даже можете своим ногтем вдавить определенный материал. То есть данный пластик имеет своего рода как будто бы каркас с нанесением чего-то резинового. Поэтому данные кроссовки не имеют никакого сковывающего фактора, но при этом очень хорошо защищены от какого-либо скручивания. Данная модель кроссовок существует как в высокой, так и в низкой версии. И как раз таки допись MT и является обозначением высоких кроссовок, то есть как раз сейчас в моих руках версия FF-MT. Ну и самым интересным решением от дизайнеров было разместить вот эту вот пластиковую вставку, которая размещена с внешней стороны, полностью закрывающая пяточную часть, для того, чтобы ваша стопа максимально плотно сидела в самом кроссовке. И при этом это не вызывает абсолютно никакого дискомфорта, потому что внутренний набивочный материал обеспечивает достаточный комфорт для того, чтобы вы не обращали на это внимания, но при этом получали максимально плотную фиксацию стопы в кроссовке. В Sky Elite используется пена Flight Foam. Довольно-таки тяжело объяснить, на каком уровне именно находится амортизация данных кроссовок, но могу сказать так. Она определенно уступает бусту, то есть если вы гонитесь за хорошей амортизацией, конечно же, вам лучше всего рассматривать кроссовки на бусте или вполне возможно даже найковские какие-нибудь на баллонах Air. Данные кроссовки дают вам феноменальное время реакции, то есть вы не проваливаетесь, как в тех же баллонах Zoom Air, и не чувствуете поверхности, по которой перемещаетесь, но при этом и не имеете какой-то жесткой ударной нагрузки. Ну и подводя итоги, это отличные волейбольные кроссовки, особенно при условии использования их на современных чистых покрытиях. В целом я бы не советовал ни Sky Elite, ни баллистики использовать на улице, но я уже встречал людей, которые играют на резиновые крошки, и в принципе никаких проблем с этим не было. Также очень важным моментом является вес игроков, использующих данные кроссовки. Не раз в своей группе ВКонтакте сталкивался с такими отзывами, что ребята с весом более 100 кг покупали данную модель, и им не хватало амортизации. Как раз таки они сами же понимали, что им надо было брать другие кроссовки, но эти понравились тем, что они довольно-таки легкие, позволяют быстро перемещаться по площадке. Поэтому если у вас нет основного акцента на том, что вам надо очень много прыгать, вполне возможно, даже с большим весом вы можете выбирать Sky Elite. Но если вы все-таки имеете больший вес, то лучше всего, конечно же, рассматривать баллистики.
Повторюсь, данные кроссовки подходят легким, быстрым игрокам, прыгучим. Чем больше ваш вес, тем лучше вам склоняться в сторону уже баллистиков. Но теперь подошло время поговорить о вторых баллистиках. И что самое интересное, в данном случае в моих руках также версия FFMT, то есть это высокие кроссовки. Для примера, если сравнивать с баскетбольными кроссовками, которые действительно являются высокими, то мы с вами можем заметить, что баскетбольные кроссовки на порядок выше. Так вот, хотелось бы для понимания вообще многих людей, МТ, скорее всего, обозначает мидкаты, то есть это средние кроссовки по высоте. Они выше самых низких, но при этом не являются высокими. Так как в волейболе, именно вот о том, о чем я говорил сейчас в самом начале данного видео, понятия защиты, как в баскетболе, нету такого. То есть игроки не должны получать такую степень защиты голеностопа, как в баскетболе. Поэтому даже высокие кроссовки волейбольные несопоставимы с средними мидкатами или высокими баскетбольными. Также здесь хочу ответить на довольно-таки частый вопрос от моих зрителей, почему периодически они видят меня в моих роликах в разных кроссовках. Дело в том, что во время теста я очень часто люблю тестировать параллельно кроссовки. То есть я на одну ногу одеваю, допустим, в данном случае я тестировал на левой ноге Skylite, на правой Netburn баллистики, но не во время игры, а во время разминки или каких-то легких физических нагрузок. Это делается для того, чтобы я сразу же мог понять, где мягче амортизация, где хуже. То есть, когда у вас на ногах одновременно разные кроссовки, вы совершенно по-другому это воспринимаете. И что было очень сильно заметно, то есть бывают такие моменты, когда вы можете прийти в зал, и небольшое отличие даже в запыленности может сказаться по-разному. То есть в один день я был, допустим, в более-менее чистом, а второй раз в пыльном, и отзывы будут разные. Здесь же сейчас я специально тестирую кроссовки параллельно, и могу сказать, что сцепление в баллистиках, при том, что здесь, как я понимаю, одинаковая подошва, было хуже в одинаково запыленном зале. Я не знаю, с чем именно это было связано, вполне возможно, данные кроссовки рассчитаны как раз-таки на игроков большего веса, и при условии, что вы будете продавливать большим весом, создавать нагрузку на кроссовки, вполне возможно, вот эта вот резина будет цеплять немного сильнее, потому что она относительно немного, там сказать, утоплена. Вполне возможно, тракция будет сильнее в этих кроссовках именно при увеличении веса. Но так как я сейчас в данный момент их тестировал с весом 70 кг, одновременно надевая их на разные ноги, стоя на пыльном покрытии, я просто пытался развести ноги в разные стороны, и Skylite стояли на месте, а этот кроссовок, как ни кстати, постоянно уезжал в сторону. То есть для меня это было очень странным, и хочу сказать, что все-таки, как по мне, в пыльном помещении в баллистиках играть будет на порядок проблематичнее. Да и в принципе внешний вид баллистиков говорит нам о том, что данные кроссовки рассчитаны на более тяжелых и мощных игроков. Сами материалы, используемые на внешней части кроссовка, нам говорят об этом. В пятке расположен очень крепкий пластиковый стакан, и при этом его размер довольно-таки внушительный. То есть вот он начинается у нас вот здесь, и все это идет пластиковая вставка, которой в принципе можно даже колоть орехи. Для кого-то это может показаться достоинством, для кого-то недостатком. То есть, например, мне нравится, когда кроссовки абсолютно свободны, как, например, те же самые Mizuno Momentum, в которых пятку можно просто полностью вдавить, и она из себя вообще ничего не представляет. Это просто обычная ткань, причем выполнена абсолютно по всему периметру из одного и того же материала. То есть, благодаря данной пятке вы получаете дополнительную стабилизацию, защищающую вашу ногу от подворачивания. Также благодаря высоте данного кроссовка вы спокойно можете использовать пластиковые суппорта, чтобы защитить свой голеностоп от подворачивания. Еще очень хотелось бы обратить внимание на то, что в данных кроссовках в пяточной области довольно-таки хорошая амортизация, но при этом она не имеет быстрой упругости. То есть при приземлении вы приземлитесь как на довольно-таки толстый плотный мат. При этом вы не отобьете пятку, но не получите такой упругости, как при приземлении, например, на тот же матрас. То есть здесь достаточная упругость для того, чтобы принять ударную нагрузку в область пятки. При этом толщина подошвы в носочной части довольно-таки тонкая. И занимаясь в данных кроссовках, я могу сказать, что я не смог своим весом продавить пяточную область кроссовка, и при этом мне не хватало амортизации в передней части кроссовка. То есть данные кроссовки рассчитаны на действительно довольно-таки тяжелых игроков, не столь подвижных, не столь быстрых и не столь прыгучих, как я. То есть в целом, если вы являетесь игроком с весом порядка 90 плюс килограмм, и ваш прыжок скорее всего не превышает 60 сантиметров, то данные кроссовки будут вполне себе подходить для вас. Если же ваш прыжок на порядок выше и при этом вес ваш в районе 90 плюс, то конечно же данные кроссовки вполне возможно даже и не подойдут вам.
подошве баллистиков также присутствует специальная пластиковая вставка, которая защищает вас от скручивания и случайного подворачивания, но при этом не мешает свободному перемещению по площадке. Сцепление данных кроссовок в хорошем современном чистом зале или на специализированном покрытии просто идеальное, но, повторюсь, на пыльном покрытии мне сцепления в данных кроссовках не хватило. Еще довольно-таки интересным решением было то, что в баллистике доложили два комплекта шнурков. Изначально кроссовки зашнурованы синими, но также вы можете по желанию ядовито-желтыми их зашнуровать. В данных кроссовках используются ортолитовские стельки, обеспечивающие большую амортизацию и отличный контроль влажности в кроссовках. Ну и в конце хотелось бы ответить на довольно-таки частый вопрос, почему профессиональные волейболисты выбирают баскетбольные кроссовки. Дело в том, что наши профессиональные волейболисты немного выбиваются из общих стандартов, так как средний рост у них порядка 200 сантиметров. Если же мы с вами возьмем страну восходящего солнца, собственно откуда и приходит к нам данная модель, то средний рост игроков там на порядок ниже 190 сантиметров. И само собой, в первую очередь данные кроссовки разрабатывались скорее всего для игроков японских стран. Сразу же хочу сказать, что это мои личные догадки, но в целом, если рассматривать тенденцию, то Nike в первую очередь рассчитан на крупных игроков, занимающихся баскетболом, а это, как правило, ребята с ростом 2 метра и в целом с весовыми категориями 100 килограмм плюс. Поэтому большая часть волейболистов, наших, особенно отечественных, я сейчас говорю о России, как правило, подходят под эти стандарты, им намного проще заниматься в баскетбольных кроссовках, которые рассчитаны на такие габариты. Волейбольные же кроссовки, как мне кажется, большая часть все-таки была именно рассчитана на игроков из Японии, так как там рост и вес на порядок ниже, прям очень сильно отличается от наших отечественных игроков. И как мне кажется, именно поэтому наш местный рынок очень сильно проигрывает волейбольными кроссовками, и большая часть спортсменов выбирает баскетбольные. Но совсем недавно были анонсированы Meta-Rise, в которых сейчас я уже несколько раз замечал игроков, которые в них играют. Очень хорошо влились моментумы, особенно в женский волейбол. Очень много игроков нашей местной волейбольной команды, да и вообще в целом на чемпионате России я замечал, что играют в моментумах. То есть волейбольные кроссовки только-только начинают захватывать отечественный рынок, потому что сами технологии начинают доходить до того, что они становятся предназначенными для игроков большей, так сказать, и весовой, и ростовой категории. Но опять же повторюсь, это лишь мои личные наблюдения. Не забывайте, что в описании к этому видео вы найдете информацию о том, как вы сможете получить такую вот форму волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург. Еще раз хочется сказать спасибо интернет-магазину «Кинаш Спорт» за предоставленную возможность протестировать данные кроссовки. Также хочу напомнить, что в локальных магазинах вы сейчас сможете прийти и протестировать новые волейбольные кроссовки от компании Nike React Hyperset, аналоги гиперданков 2017 года. Ну и как всегда по традиции, надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если это действительно так, то не забудь поставить лайк этому видео и оставить комментарий. Меня зовут Егор Пупынин, всем удачи, пока. Спой.